Сегодня продолжаем серию осеннего меню с супом из пекинской капусты на соевой пасте. Пекинская капуста зарегистрирована начиная с 1236 года в Корее. Попала она туда из Китая, то есть это еще с эпохи Корё. То есть очень-очень давно в Корее употребляется пекинская капуста. Мы все знаем, что из нее делают кимчи, но на самом деле в Корее из нее есть очень много разных блюд. Итак, пекинская капуста королева осени нам нужна где-то около 1 килограмма. Удобнее всего нам будет сделать таким образом: срезать основание капусты, так сказать, кочерышку, и мы снимаем 1-2 слоя верхних листьев, не выбрасываем, пока откладываем в сторону, и будем использовать внутренние листья капусты, те, которые имеют желтоватый оттенок. Те листья, которые мы сняли верхние, отложите пока. Следующий рецепт будет с ними, не пропустите, это будут блины из пекинской капусты. Что мы делаем дальше? Мы берем листья, можно сложить их в 2-3 слоя, и сначала разрезаем их вдоль напополам. Затем каждую из полученных вот этих половин мы нарезаем на куски среднего размера под наклоном, таким образом, чтобы каждый полученный кусок имел как твердую, так и мягкую часть листа. То есть вы понимаете, что, соответственно, когда вы будете есть, вы будете сразу получать вкус и той части листа. Теперь подготавливаем зеленый лук. Нам потребуется 67 грамм, но вообще количество зеленого лука зависит от того, насколько вы его любите. Если очень любите, положите больше. Нарезаем тонкими кольцами. Теперь займемся бульоном. Заливаем в кастрюлю 1 литр 700 миллилитров воды. И должны мы довести эту воду до кипения. Когда вода закипит, закладываем туда сушеные анчоусы, мьольчи, 12 штук, и красный перец чили. Можно сушеный, что лучше. Если же нет сушеного, положите свежий перец чили. И теперь мы кипятим бульон, все вот это кипятим 10 минут на среднем огне. По истечении этого времени есть два варианта: либо мы процеживаем бульон, или же мы просто вынимаем перец чили и анчоусы. Далее мы добавляем соевую пасту, можно использовать корейскую пасту денджан или же мисо пасту 3 столовые ложки. И также есть вариант: либо чили паста кучуджан, либо обычный красный молотый перец 1 чайная ложка. Мы их заливаем одним половником бульона и хорошо размешиваем. И опять тут есть вариант: если вы за чистоту бульона, то тогда можете процедить эту смесь через сито и так ее влить, или же просто вот размешав вливаете. И затем добавляете молотый чеснок 1 столовую ложку. Тут дело в чем? Дело в том, что соевая паста иногда имеет в себе цельные еще бобы, и тогда лучше процедить, если вы их не хотите в супе. Теперь после молотого чеснока мы закладываем прежде нарезанную пекинскую капусту. Кажется, что ее очень-очень много, и она с трудом залазит в кастрюлю, но поверьте мне, она уменьшится в объеме, без проблем все войдет в кастрюлю и даст соки. 15 минут на среднем огне мы варим, и через 15 минут закладываем зеленый лук и варим еще 5 минут. И, собственно говоря, все, наш суп готов. Нужно посолить его по вкусу и подавать как совершенно обычный суп в глубокой тарелке. Единственное, что в Корее, конечно, используют не такие глубокие тарелки, как у нас, а просто пиалы, которые чуть больше размером, чем совсем малые пиалы, в которые подают рис. Конечно же, этот суп едят с рисом и подают его тоже с кимчи, как ни странно. И тут капуста, и там капуста, но вот это основной набор. В общем, в принципе, этот суп с чем угодно можно есть, и это блюдо осеннего сезона, потому что именно осенью пекинская капуста самая сладкая. Здесь приведен способ приготовления, еще раз ингредиенты, лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!